До появления искусственного интеллекта и полного контроля отдела продаж в моем строительном бизнесе у меня был руководитель отдела продаж и несколько менеджеров. Прямо сейчас на экране выгрузка за 1 год 40 тысяч звонков за 12 месяцев. И у меня прямо руки чешутся проверить, чем они там занимались. Передам-ка я AI-агенту на анализ 1000 из этих звонков, чтобы испортить себе настроение. Сделаю это с вами прямо сейчас и посмотрим, что он ответит. Для решения этой задачи я прямо с терминала iMac вызову Claude. Он у меня уже установлен. Открылся Claude Sonnet 4.6, тариф Claude Max за $100 подписка. И прямо сюда ему напишу для начала: посмотри, сколько звонков в этой папке и какие менеджеры вообще там есть. Пишу промпт. У меня папка, кидаю ему прямо мышкой, перетягиваю эту папку. Изучи, какое там количество звонков, какие менеджеры, какой объем, имена менеджеров. Нет. Фамилии менеджеров. Не пиши, а просто напиши инициалы. Это я делаю для того, чтобы мы не палили публично в YouTube имена моих бывших сотрудников. Что делает Claude? Он вызывает различные команды, и через эти команды он собирает количество файлов, считает количество упоминаний тех или иных менеджеров, и вот в конце он выдаст мне ответ в какой-нибудь табличной, или какой-нибудь понятной форме. Вот. Итак, что мы видим? Всего в папке, как я вам и сказал в начале видео, 40 тысяч файлов, 13 гигабайт, менеджер Евгений, Максим, Евгений М, Михаил Г, Дмитрий В. Итого 27 тысяч звонков. Он уже знает мою компанию, поэтому он исключил 3 человек, потому что он посчитал, что они не продажники. И он показывает пик май-июнь больше звонков, спад к ноябрю-декабрю. Это соответствует сезонности продаж бань. Посмотрите, как он хорошо меня знает. Отлично. Среди продажников 5 человек отбери 1000 звонков. Звонки длиннее минуты, разных менеджеров, точнее поровну по разным менеджерам, транскрибируй их и транскрибации сохрани. Пока он транскрибирует звонки, я отойду попить чай и скоро вернусь. Смотрите, сейчас он видит, что нужно отобрать 1000 звонков по 200 на менеджера, и он предлагает оценить стоимость перед запуском транскрибации. Дело в том, что моя нейросеть уже обучена, у ней большая база данных про меня, про мою компанию, и она понимает, что мне важно разбираться в деталях. Итак, он написал скрипт, я беру, просто одобряю этот скрипт, нажимаю цифру 1. Это особенность работы терминала, что он в целях защиты сперва предлагает ознакомиться с командой, и только затем я должен одобрить или отклонить. Вот он написал Python скрипт, который собирает файлы, проверяет длительности, затем он выберет по 200 записей на каждого менеджера и отправит их транскрибировать через Whisper от OpenAI. Агент работал примерно 7 минут и написал: выборка готова, вот смета. Файлов больше 60 секунд, 17 тысяч примерно. Он выбрал по 200 файлов, суммарная длительность 70 часов аудио, стоимость будет $8, либо бесплатно с лимитом. Это займет 35 часов. И он предлагает: подтверждаешь запуск транскрибации 1000 звонков. У собственников никогда нет времени ждать, поэтому выбираем платный вариант. Куда сохранять транскрипты? Сохраняем на либо десктоп, либо
во временную папку, которая удалится при перезагрузке. Но, конечно, на десктоп. Так, подтверждаю ли я ответы? Посмотрите, какой он аккуратный у меня, да? Чтобы ничего лишнего на моем компьютере он не смог сделать. Подтверждаю. И вот он работал 8 минут. И теперь будем ждать, когда он все транскрибирует. И затем мы прогоним через руководителя отдела продаж, через AI руководителя отдела продаж, посмотрим, что он там найдет. 1000 транскрибов готовы. Давайте спросим его, сколько времени занял транскриб, где лежат файлы. Обратите внимание, я сейчас открою Grok, и потрачено $7.79, ровно столько, сколько он написал выше. Он написал, что $7.80 потрачено буквально на 1 цент меньше, чем он посчитал. Что такое Grok? Это платформа, на которой развернут Whisper от OpenAI. Whisper – это открытая модель от OpenAI, которая транскрибирует видео. Так как она открытая, ее может использовать каждый. И вот Grok на своем железе использует эту модель, и на его железе получается в 3 раза дешевле. То есть, если бы я взял API-ключ прямо на платформе OpenAI, то цена бы получилась где-то $24 за транскрибацию. Поэтому я использовал Grok. Результаты. Время транскрибирования 85 минут. Готово 1000 файлов. Папка, транскрипты. И вот формат каждого файла – это название оригинального MP4 плюс текст транскрипта. Готово к анализу. Пока шло это время, я подготовил детальный промпт, который должен, по идее, грамотно мне все показать. Сейчас я вставлю этот промпт, задаю роль. Ты профессиональный роб с 10 годами опыта. Я дам тебе транскрипты звонков менеджеров по продаже бань. Средний чек $5000. Прочитай все звонки, не пиши анализ по каждому. То есть мне не нужен анализ по 1000 звонкам. Правило. Имена менеджеров убираем. Это для того, чтобы скрыть их фамилии в YouTube. Все суммы в долларах. Мне так удобнее ориентироваться. Даты пишем день, месяц. В именах файлов заменяем это. Анализируем только звонки, где менеджер общается с потенциальным покупателем бани. Пропускаем все остальное. HR-кандидаты, руководство, логисты, коллеги, супруга, родственники менеджера. Можно еще написать спам-звонки. И любой звонок, где собеседник не является покупателем. Не додумывай. Пишешь только то, что есть в тексте. Если не уверен, не включай. Количество сливов пиши, сколько реально нашел. Не раздумывай до 5, если их 2. Сейчас ниже я поясню, что такое сливы. Слив засчитывается только если доказано. То есть, чтобы он мне ничего не придумывал, чтобы клиент действительно был заинтересован, и он явно уходит или не купит именно из-за ответа менеджера. Итак, что я хочу получить? Я как собственник, у меня нет времени разбираться детально с каждым звонком, читать какие-то анализы. Поэтому очень просто. Берем менеджера, берем диалог и выписываем сливы. Сливы, когда менеджер явно слил сделку. Сделка должна была состояться, но по причине ответа менеджера он ее взял и слил. Он должен предоставить мне кусочек диалога вот в таком формате, указать причину, что именно менеджер сделал не так и почему это убило сделку, и указать потери. Либо он сумму услышит в диалоге, либо он назовет сумму, исходя из среднего чека. Второе. Я хочу увидеть дичь, которую творили менеджеры. Только в случае плохого общения с клиентом, незнание собственного продукта, грубость, ступор, абсурдный ответ, откровенную некомпетентность в разговоре с покупателем.
Не включай звонки от руководства, обсуждения внутренних процессов и случаи, не связанные с продажей. И дальше он должен составить таблицу по менеджерам, где звонков, горячих клиентов, он менеджера по всем звонкам в его выборке, а не только по вошедшим в сливы. То есть вот эта таблица как раз должна показать по 1000 звонкам, да, всю картину. Горячих клиентов отдельно отделить. Горячих слито, из них сколько ушли без результата по вине менеджера. И перечислить названия файлов, если я вдруг сам захочу послушать. Конечно же, я ничего слушать не буду, но пусть будет. И вычислить главного гада, кто среди этих менеджеров нанес максимальный урон компании. Давайте так и напишем. Кто именно нанес максимальный урон компании и почему. Итак, я копирую этот промпт. Напомню, что я общаюсь с нейронкой в терминале. Это то же самое, что общаться в браузерной версии, просто отсюда удобнее работать. То есть я могу скинуть ссылку на файлы, он может файлы сохранить на мой компьютер, прочитать с моего компьютера. Я могу ему написать: посмотри последний скрин, который я делал, или зайди в какую-то папку, что-то там посмотри. Тогда как в браузерной версии нужно каждый раз через интерфейс что-то туда подгружать, что затягивает немножко решение вопроса по времени. Мне нравится в Клоде то, что буквально недавно он стал запускать по несколько агентов сразу. Вот смотрите, он запускает 10 агентов параллельно, по 2 на каждого менеджера, для того, чтобы... Это то же самое, как если открывать параллельно несколько вкладок, чтобы я не сидел, не ждал там несколько часов, а чтобы сразу он параллельно проанализировал все звонки, затем он сгруппирует и посмотрит на результаты ответов и выдаст мне полноценный ответ. Вот он предлагает прочитать файл. Могу ли я прочитать файл? Я нажимаю цифру 2, что да, пожалуйста, читай что угодно из этой папки. Я прекрасно знаю, что в эту папку, собственно, он все и сохраняет. Это временная папка на iMac'ах, в которой после перезагрузки удаляются все файлы. Поэтому вот он начинает анализ. Все-таки засветил я фамилии менеджеров, но ничего страшного. В любом случае тут нет никаких чувствительных данных. Ну что, друзья, мне уже не терпится. Прошло 15 минут. Анализ звонков готов. Я его специально не читал, хотел прочитать вместе с вами. Сливы. Максим. 21 августа. Человек говорит: хочу баню 6/3 за 211 тысяч. Единственная проблема — подъехать нельзя ни с какой стороны участка. Он отвечает: можем собрать на месте. Клиент спрашивает: а если прямо к забору подъехать? И Максим говорит: вы можете лебедку сами подтянуть, мы выгрузим возле забора, вы сами катите ее, затянете. Какой лебедкой? Кто это будет делать? Вы не смеетесь? Я не смеюсь, говорю по факту. Вместо решения проблемы подъезда предложил клиенту лично транспортировать готовую баню. Какой кошмар! Потери, средний чек, он указывает $5000. Мы вешаем объявление в Рязанской области, чтобы оно там показывалось. Ага, производство в Новгородской области, а до вас 830 километров. Клиент говорит: вы пишете одно, говорите другое. Но, видимо, таргетированная реклама настигла клиента. Клиент уже перешел на мат, потому что объявление вводило в заблуждение. Но все равно человек ответил жестко. Менеджер: загляните на сайт, почитайте, блин. Окей, Евгений. Значит, проблемы индейцев шерифа не волнуют, говорит клиент. Вот так это выглядит. О чем тут речь? Клиент с участком и деньгами отказал в ночлеге. Евгений не предложил ни одного решения. Переходим к Дмитрию. Это просто кошмар какой-то. Клиент пишет, что планирует лить воду на пол. Разумеется, мы же бани продаем, елки-палки, что удивительно. Дмитрий говорит: ну, Дмитрий это вообще просто трындец. Он недолго работал, но он слил достаточно клиентов. Здесь особо вариантов нет, только плиткой, трапом и так далее. Ладно, я услышал, вопросов нет. Все, просто слив
Евгений, мы дешевле нашли, спасибо. Кто будет отрабатывать возражения? Конечно. Переходим к пункту 2. Дичь. Я назвал этот пункт дичь. Давайте посмотрим. Попозоримся еще немножко на ютубе. Тут косяк по объекту. Это вопрос отдела контроля качества. Я что-то не понял. Я не понял, почему здесь от менеджера звучит физическая угроза. Надо переслушать. Возможно, Whisper не так распознал, но я бы посмотрел этот звонок отдельно. Клиент спрашивает, что лучше, каркасное или из бруса? Дмитрий отвечает, брус немножко получше. В основном мы всем советуем брус, то есть советуем больше каркасные брать. То есть он в двух определениях запутался. Так что лучше? Ой, и брусовые, наоборот. Сам себе противоречит в прямом эфире по ключевому вопросу ассортимента. Смотрим следующий звонок. На сколько лет хватит каменки? Лет на 5, думаю. С потолка взял, конечно же, Дмитрий. Спасибо за честный ответ. У меня стоит самодельный, 20 лет стоит. Человек назвал срок службы в 4 раза меньше самодельного у клиента. Конечно же, это недостоверная информация, он просто с потолка взял какую-то цифру. Здесь AI взял разговор уже после установки бани, поэтому нужно поправить промпт, написать, что такие вещи игнорируем. Так, что тут у нас исполняет Михаил от 11 ноября? Я чуть-чуть ошибся в расчетах, к сожалению, моя ошибка. Руководство проверяет нестандартные заказы. Мне сегодня немножко втык дали. Признать ошибку клиенту правильно. Но рассказывать о том, что получил втык от руководства, нет. Здесь большой вопрос. Люди часто любят, когда кому-то там прилетает втык, поэтому здесь я бы с AI поспорил. Я очень извиняюсь, можно перезвоню минут через 5. Я немножко занят, отвечает менеджер. Вот подонок, блин. Значит, хорошо, извините, пожалуйста. Комментарий ропа отправил входящего горячего клиента перезванивать, вместо того, чтобы за 10 секунд ответить на прямой вопрос. Столько 1000 звонков проанализировано, 131 горячий, слито горячих 9, на 44 500 долларов считает AI по среднему чеку. Это имейте в виду, что мы анализируем 1000 звонков. Выше мы видели, что звонков, касающихся клиентов, было 20 тысяч, на минуточку, да? И вот он привел файлы, он, правда, привел по несколько примеров файлов. Вот здесь написано 5, а он привел 4 файла. Но это не проблема, я могу сейчас его спросить. Дмитрий, оценка 5 из 10. Главный гад Евгений М. По чистым финансовым потерям у нас лидирует Евгений, но максимальный урон компании нанес Евгений М. по совокупности. Угроза клиенту 5 ноября. Провал конверсии. 16 горячих клиентов из 200 звонков. Либо не квалифицирует лидов, либо охлаждает их еще на входе. Абсолютно так и есть. Некомпетентность в базовых вещах. Перепутал вырицу с Нижегородской прямо при клиенте. Ответил на вопрос о почернении бруса словами «я не знаю, как лучше быть». Единственный слив. Клиент назвал цену конкурента, Евгений не задал ни одного вопроса и повесил трубку. Ни попытки удержать, ни интереса к тому, что входит в чужое предложение. Суммарные потери 5000 долларов в подтвержденных сливах. Если приоритет убрать одного человека из команды немедленно, то это Евгений М., что и было уже сделано, как я сказал, разговоры эти не новые. Сейчас работает вообще AI у нас в отделе продаж по полной программе и контролируется все, поэтому таких проблем уже нету, но все равно неприятно читать. Если приоритет найти, кто сливает больше денег прямо сейчас, то это Евгений. Давайте спросим его, ты изучил досконально все транскрибы? Я хочу чуть детальнее погрузиться, потому что я вижу, что AI
прошелся как будто бы не по каждому диалогу, то есть мне нужно более строго установить это правило, но в любом случае это просто доработка промпта. Потому что если детально прорабатывать промпты и инструкции, то можно получить более детальный ответ. У вас может не быть записи звонков. Это не страшно. Подойдут даже переписки. Переписки с отделом продаж, переписки с отделом контроля качества, переписки на маркетплейсах. Любые переписки, куда может влезть AI, он может их проанализировать и найти, куда утекают деньги. Более того, это все можно делать в реальном времени, а не по факту случившихся диалогов и уведомлять об этом руководителя отдела продаж или собственника. Снова 10 агентов анализировали диалоги, сожгли черти сколько токенов и нашли, честно говоря, не то, что я хотел увидеть. Нашли просто странные диалоги, которые имели место быть. Вот, например, клиент говорит, что у Путина есть двоюродный брат Николай Путин, он живет здесь давно, поэтому мне стыдно, что у нас нет бани. Он приедет, посмотрит, пожалуйста, я прошу вас, чтобы я не опозорилась, сделайте качественно. Евгений пишет, договорились, конечно. Евгений принял это как совершенно нормальную причину покупки. Ну а чё? Обычное положение дел. Господи, какой кошмар. У нас до Санкт-Петербурга 500 километров и бесплатная доставка. Менеджер пишет 1200 километров. Это просто кошмар. Слил клиента. И я этого не понял. Потому что он не знает деталей. Я бы мог ему задать детали вообще по компании, и тогда он будет точнее. Но сейчас на этот ролик у меня задача просто анализ диалогов в голом виде, как они есть. Тут много приколов. Пьяный в час ночи искал сауну и случайно нашел продавца бань. Меня заставили. Михаил говорит, что вы оставляли заявку на консультацию по готовым баням, готов ответить на вопросы. Клиент говорит, меня заставили. Где менеджеры творят откровенную дичь, которую Роб мог не слышать. Клод скомпоновал нашу переписку, потому что закончилось контекстное окно, и дальше он нашел самые дикие моменты из 1000 звонков. Я вижу, что он их взял и сузил, то есть он не дал мне полный диалог, я его и не просил. Все-таки угроза была от менеджера. Поверь, я тебя как каток разровняю. Клиент пришел с рекламацией по заказу бани, и менеджер угрожал. Так как агент прошел второй раз, то очевидно, что, скорее всего, это было. Сговор с обманом покупателя. Значит, внутренний разговор попал в запись звонка. Речь о недокомплекте. Мат про клиентку. Она и пол сгниет за 3 года, сказано клиенту, а покупателю бани. Собственная баня стрёмненькая. Так описал менеджер свой же товар клиенту. В любом случае, вы теперь понимаете механику, что я могу из этой 1000 диалогов, уже транскрибированных, извлечь вообще все, что угодно по любому запросу. Рассказал клиенту о том, как баня упала при монтаже. Видимо, чужая баня, использовал это как демонстрацию качества. Логика не прослеживается. Ну, я и не понять логику наших клиентов и менеджеров. Так, хамство клиентов. Я вам ничем не помогу. Глупые вопросы, Максим сказал клиенту. Пенсионер – это не подъем. Сам решил за клиента, что это не по карману. Про коллегу, хамство. С людьми, которые тормозят, быстренько нужно прощаться в присутствии клиента. Казахи-мазахи. Про собственных рабочих при клиенте. У нас нет казахов вообще-то, Дмитрий. Так, слив горячих клиентов. Ну ладно, счастливо. Отправил клиентов к конкуренту. AI работает очень хорошо. Важно подкрутить промпты, поставить грамотные инструкции, подключить к базе знаний компании и поставить это на поток для того, чтобы анализ шел в реальном времени. Подведем итог.
в 2026 году мы можем установить полный контроль в реальном времени над отделом продаж с помощью AI. Не раз в квартал, когда Роб выборочно послушает 5-10 звонков, а каждый звонок каждый день и автоматически. И это не будущее, это то, что я в своей компании делаю прямо сейчас. Всем спасибо за просмотр, пока!